Друзья мои, всем привет! С вами компания Pandaway. Сегодня у нас будет обзор, тест-драйв вернее, на Zeekr 001. Вы очень долго просили это, и мы добрались до компании Lynk & Co, скажем так, чтобы быть поточнее. Ну и конечно же, это само собой подразумевает Volvo. Машина немного грязная, не обращайте внимания на это, да? Заглянем внутрь, поездим на ней, потестируем и скажем свои впечатления. Поехали! Ребят, немножечко поговорим про задний ряд. Здесь, как и у BYD Han EV, такие обволакивающие кресла, очень приятные, они близки к BYD. Я бы не сказал, что они точно такие же, потому что, наверное, BYD до сих пор является моим идеалом, но здесь они очень комфортные. Есть, конечно же, здесь подлокотник, вот за веревочку за эту тянешь, он откидывается, вот так вот, и уже почти как босс себя ощущаешь. Вот в таком вот положении. Тут есть такая шкатулочка, полочка небольшая, неглубокая. И, наверное, есть какая-то... Знаешь, у меня такое ощущение, что здесь она еще поднимается как-то секретно. И должна превращаться. Хотя нет, слушай, он узкий такой подлокотник. Нет. Да, здесь то есть такая вот маленькая узенькая полочка под какой-нибудь телефон, наверное, только. Зелененькая строчка, зеленые вот эти ремни. Очень так смотрится здорово, супер, очень красиво. Я думаю, что, наверное, есть другие какие-то вариации. Возможно, где-то, может быть, какой-нибудь красной строчки. Есть вариации с красной строчкой и, соответственно, красными ремнями безопасности. Есть черные и есть синие. Вот интересно все это смотрится, очень красиво так, оригинально. Освещение сенсорное здесь на заднем ряду. Ну, это у нас базовая версия, да, то есть самая-самая дешевая. Стоит она 299 тысяч юаней, ну, скажем так, 300 тысяч юаней. Во всех комплектациях, самой дешевой, самой дорогой, 8 аэрбэгов. Есть всего 3 комплектации. Сейчас мы находимся в самой дешевой комплектации, заднеприводная версия. Есть за такую же стоимость 299 тысяч полноприводная, но просто у нее емкость батарейки поменьше, она проезжает меньше. У этой версии запас хода рассчитан на 712 километров, у полного привода за эту же стоимость 526 километров. Естественно, по циклу NEDC. Крыша, ребят, здесь выполнена не как у Voi, то есть это прозрачная крыша, пропускная способность ее не меняется. На тест-драйве у нас была версия не топовая, это была базовая версия, во-первых. Во-вторых, это была тестовая версия, на которой не были активны различные функции. Поэтому некоторые из этих функций мы оценим сейчас, здесь, в салоне на месте. Максимальная комплектация от базовой отличается тем, что в базе нету пневмоподвески, в базе нету электронных дверей, в базе стоит обычная китайская аудиосистема и в базе нету массажных кресел. А также в базовой комплектации отсутствует центральный дисплей для управления климатической установкой на заднем ряду. Вот такой миниатюрный переключатель RND. Интересно так выглядит, очень необычно. Мне как-то нравится он почему-то. This is a key? Yeah, that's a key. Вот такой ключик, NFC ключ Zeekr. Сюда мы его положили, все, машина может двигаться. Я сел, сиденье опустилось вниз, разрешило мне легко, комфортно сесть. И теперь мы нажимаем педальку, активируется система, и кресло поднимается под мои настройки. Поехали. Ребят, я вам сказал, что в базовой версии нету электрических дверей. Что это такое? Вот это называется электрические двери. Двери чувствуют препятствия. Я открываю, и они не открываются, так как я здесь нахожусь. Я отхожу в сторону, а они продолжают открываться. Классная функция. Далее, это еще не все. Я сел, и чтобы мне не тянуться к этой ручке, может быть здесь дождь, нажимаем педаль тормоза, и дверь сама закрывается. Огромным плюсом электрических дверей является то, что вы можете закрыть противоположную дверь нажатием одной кнопочки. Раз. Очень удобно. Детки, бывает, забывают закрыть дверь. И начинаешь кричать им: «Стой!
ты забыл. А тут раз, кнопку нажал и все. Также при открытии дергаем за ручку, и дверь сама открывается. Вот это электрические двери. В базе такого нету. У нас здесь максималка, аудиосистема стоит Yamaha. Четкая, яркая проекция идет на дорогу. Блин, слушай, мне проекция нравится все больше и больше. Я хочу проекцию в свою машину. Руль такой спортивный. Он размера чуть-чуть меньше, чем обычный, чем стандартный. И прям ощущаю себя так по-спортивному. Руль прям очень хороший, слушай. Он, во-первых, приятный на ощупь. Есть такие удобные выпуклые части спереди. Они прямо под внутреннюю часть ладони. Поры такие. Шумка очень хорошая. Давайте вернемся к минусам. Да? Минусы же есть всегда. Мне не нравится этот дисплейчик. Этот маленький дисплейчик, который не закрытый, который вот они сделали в таком его каком-то инновационном стиле. Да? То есть это вот маленький длинный дисплей и с загнутыми такими вот ушками. На этих ушках отображаются всякие предупреждения. Сделали они это почему? Потому что они выводят всю информацию на проекционный дисплей. Проекционный дисплей, он удобный, да, он яркий, все хорошо, но управлять настройками через него мне неудобно было. Даже элементарное включение круиз-контроля, вот через проекционный дисплей сделать это не очень удобно. Управление кондиционером. Очень и очень это все неудобно. Правая панель может управлять кондиционером, картой и звонками. Во всех комплектациях есть автопилот. У нас сейчас в нашей тестовой модели автопилота нету. Есть круиз-контроль. Так вот, включается круиз-контроль через вот эту сенсорную панель. Can it change to night mode? Night mode, for sure. This monitor. Where is it? Dark. Вот что хорошо, что здесь можно переключить, да, центральный дисплей в ночной режим. Все, то есть ночью он вам мешать не будет нисколько. Амбразура задняя немного мелковата. Так, вот здесь вот, что мне не нравится, в отличие от BYD, да, не указано ограничение скорости. Мы сейчас едем по дороге, и с какой скоростью можно ехать, непонятно. А если мы сейчас включим какую-то навигацию? Вот, карта. Отображается на проекции карта. Там очень плохо моргает на все. Не, очень плохо видно. Проекция хорошая такая, яркая. Но сейчас у нас солнца нету, поэтому что будет при солнечном свете сказать трудно. Но я думаю, будет видно хорошо ее. Кресло очень комфортное, понравилось нам все. Посадка удобная. Сделано очень хорошо. Как я уже говорил на выставке, да, автомобиль, поражает, конечно, своим дизайном. Очень классный дизайн. И я думаю, что все-таки Lynk & Co. они задали планочку такую очень высокую. Это у нас панель Quick Control. Вот он идет. Что, все зависло здесь? Так, подзависает система немного. Значит, у нас Quick Control. Здесь переключение между режимами. Здесь нету быстрого доступа к смене режимов, как это есть у того же BYD Han EV. Чтобы сменить вам режим, быстро кого-то обогнать, да, нужно зайти в меню. Вот если так возьмем, да, Quick Control, и здесь у нас есть смена 4 режимов. Это комфорт, эко, динамик и индивидуальный. Что меняется здесь? Тормоз, я сейчас проверил, тормоз не меняется во всех этих режимах. Меняется у нас газ, и на динамике чуть-чуть немножечко становится руль более такой наливной. Таким одним из, наверное, главных минусов является то, что здесь очень все минималистично. Очень мало кнопок внешних на центральной консоли. Банальная даже смена режимов движения, спорт, эконом, здесь нету. Вот, мне кажется, эта кнопка, которая должна быть обязательно здесь. Я уже не говорю там про обдув сидений там, и подогрев сидений, да. Мы сейчас были в базовой комплектации, и там было всего лишь 4 режима. Комфорт, эконом, динамик и индивидуал. Здесь же сейчас у нас максимальная комплектация. Здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 режимов. Комфорт, эконом, динамик, сноу, снег, песок, оффроуд и настраиваем. Здесь у нас пневмоподвеска и полный привод. Поэтому количество режимов увеличили. Но они находятся вот в таком меню под меню. Открытие багажника. Ребят, должна быть кнопка на двери водителя. Может быть, я, конечно,
консерватор, да, такой жесткий, но должна быть кнопка открытия багажника. Хотите что-то новое, ну поставьте ее куда-нибудь вот сюда, на руль, не знаю, сюда. Но здесь, чтобы открыть багажник, вам опять же нужно зайти в меню, зайти в подменю Doors and Windows и нажать на открытие багажника. Неудобно. Сейчас мы попробуем поездить по ямкам, половим лючки. Слушай, ну вот работает хорошо так. Мягенько. И звук такой глухой. Вот здесь нету вот этого сильного звука, шума от колес, как есть у BYD Tandem. То есть арки защищены так очень хорошо шумоизоляцией. Зеркала немного, на мой взгляд, такие маленькие. Ой, слушай, какой на повороте какой мягенький руль, вообще приятный прям. Очень так мягко ходит, приятно. Первое, что произвело впечатление, мое впечатление такое прям яркое, это радиус поворота. Этот огромный автомобиль с колесной базой 3 метра поворачивается в 2,5 полосы. Мне, честно говоря, это доставило такой шок, меня ввело в шоковое состояние, потому что мой Лиан с колесной базой в 2,9 метра поворачивается в 4 полосы аж, а здесь 2,5 полосы. Понравилась, во-первых, подвеска. Подвеска очень мягкая. Понравилась шумоизоляция. Шумка тоже очень классная. Понравилась динамика машины. Динамика шустрая, резвая. Тормоз очень хорошо отрабатывает. А вот не понравилась эта система однопедального управления. Так, у нас есть One Pedal Mode. Включаем его, да. Ну, слушай, я отпускаю, и я бы не сказал, что это однопедальный режим. Вот я еду, отпускаю, она едет. И только через какое-то время начинает тормозить. То есть рекуперация включается не сразу у нее. Она дает мне все равно какой-то запас такого наката. В общем, ну, я бы, честно говоря, не пользовался этим режимом. Мне он не нравится совершенно. Да, есть возможность переключения режима рекуперации, но опять же, получается, если я поставлю на low, это уже не однопедальный режим, это просто режим повышенной рекуперации. High, да, близок к однопедальному режиму, но в этом случае, как я сказал, газуешь, отпускаешь газ, и у тебя продолжает машина ехать накатом. А все-таки понятие однопедального режима, я считаю, это немного другое. Ты едешь, впереди машина начинает тормозить, ты отпускаешь, соответственно, должен быть это равносильно тому, что нажал на тормоз. Здесь нет. Изучали вот это меню и обнаружили интересную кнопочку. Это прозрачность крыши, настройка прозрачности крыши от 10%, от 10% до 100%. Но эта фишка не работает по умолчанию. То есть, если вы покупаете автомобиль, неважно, в базовой комплектации или в максимальной, эта функция у вас работать не будет. А чтобы она заработала, нужно доплатить еще 6000 юаней. То есть, это опция. Здесь же у нас есть такая вот интересная менюшка. Это управление стеклами. Стекла можно открывать и закрывать нажатием кнопок, а также можно выставлять для себя нужный уровень закрытия и открытия стекла. Спасибо компании Zeekr, что не убрали физические кнопки на дверях. Мне кажется, что компания Zeekr считает, главное это мультимедиа, и поэтому они оставили большую кнопку управления музыкой и громкостью. Акустическая система хорошая, здесь стоит Yamaha система, да, то есть это у нас только в максималке, в топе, в базе обычная китайская. Центральная консоль. Что у нас здесь есть? У нас есть настройка обдува переднего и заднего стекол, есть кнопка аварийки, есть, это у нас 136 градусов камера. А почему она не активируется? Потому что Джоэл сказал, что это предпродакшн, и тут ни хрена не работает. Так, а это что такое? Ага. А это кнопка открытия бардачка. Далее два подстаканника с выдвижными упорами, все хорошо. И следом вот такая вот мощная кнопочка для открытия полочки. В полочке есть Type-C, есть USB, есть 12-вольтная розетка. Здесь автохолд работает по такому же принципу, как и у Лиана, то есть при выжимании педали тормоза чуть-чуть больше. Вы остановились,
нажали на педаль тормоза чуть сильнее, и у вас включился автохолд. Это удобно, я считаю. Мы сейчас проехали, немножечко покатались. Вот этот чуть-чуть уменьшенный руль, я уже прям привык к нему, и он мне не кажется таким уменьшенным, как он мне казался изначально. Прям очень комфортный руль, очень мягенькая такая вообще езда, повороты и подвеска мягкая, хорошая, шумоизоляция хорошая. Вот из минусов я бы, наверное, сказал, это вот неудобство пока управления. Вот. Ну и есть подлагивание в системе, но, как нам сказал менеджер, что это просто тестовый образец, что еще пока не финальный. За рулем есть встроенная камера распознавания лица. Эта камера выполняет две функции. Первая функция – это распознавание лица, чтобы выставить заданные настройки для каждого водителя. Вторая функция – это безопасность. То есть эта камера следит за вашими глазами, и при обнаружении усталости в ваших глазах, возможно, вы начинаете медленно моргать, а также отворачиваете глаза в сторону на длительное время, у вас система выдает сигнализацию, как это было в Hongqi EHS9. Сверху у нас есть камера, салонная камера, через которую можно делать фотографии, селфи, да, у вас с друзьями, через которые можно следить за состоянием салона через приложение, да. Есть у нас сенсорное освещение. Подсветка есть. Переходим к заднему ряду. Так, ребят, по традиции, первое кресло задвинуто почти до максимума. Это под мои ноги настроено. И задний ряд просто комфортный. Ну и так как это премиум класс у нас, да, то задние спинки регулируются по наклонам. Но они регулируются не при помощи рычажков, вот таких вот, да, а регулируются с помощью кнопочек, естественно. В топе у нас управление здесь. Нажали, левое, правое. Нажали, наклонить, и вот у нас поднимается кресло. Да? И также можно это все сделать через как он открывается. Да? Я помню, что вот здесь вот они есть. Только смотри, есть вот такой вот хлястик, да, который, если он утопился туда, придется пальцем ковырять, искать его и за него тянуть, и вот тогда он откидывается. Так вот, здесь у нас есть тоже управление наклоном. Вот по краям есть кнопки. Это для правого кресла, это для левого. Я нажал и наклоняю. На правой двери есть управление креслом переднего пассажира. Вы можете его подвинуть, если он чересчур сильно откинулся и вам зажал ноги. И можете изменить наклон кресла. Здесь у нас снизу выдвигаются две розетки. Одна Type-C 60-ваттная и USB. Сейчас сделаем спид-тест. Замерим, с какой скоростью сможет машина разгнаться до 100. Итак, делаем тест. Режим динамик. Dynamic mode. Okay, we go. Okay, yeah. $60. $100. Посадка обалденная. Прям ковши. Вот в том же Hongqi ляжки-то жало прям сильно. А здесь прям очень удобненько сижу. Так, я, наверное, переключусь тогда в эко. Попробую на эко поездить. А еще... Капец, это неудобно. Вот это все, вот то, что смотришь сюда, а не на дорогу, да? Но то, что проекционный дисплей здесь крутой, это однозначно класс. Какой отвратительный тут режим настройки рекуперации. Ты, Леша, был прав. Он просто вообще... Зачем так продолжать быстрое движение, а потом резко скидывать? Ну как она шикарно проглатывает вот эти все неровности. Просто бомбически. Но чувствуется очень премиальность в подвеске. Даже несмотря на то, что это машина с обычной подвеской, не пневмобаллонами. Да, Леш? Прям красота. В общем, я сильно расстроен, что эта машина предпродажная версия, что это тестовый автомобиль, и на нем много чего не работает. Камеры не работают, нельзя посмотреть, насколько они хороши.
В целом, со слов менеджера, функции, как в той же BYD, когда ты поворачиваешь и включаешь поворотник левый либо правый, должна включаться автоматически. Есть камера с проекцией, да, камера с информацией там, близкая там, к бордюру и тому подобное. Здесь этого всего не будет. Я помню, когда мы в Хан сели и в BYD, машина ощущалась вот прям седан-седаном, да? А это все же у меня вот, в целом по ощущениям-то есть такое, что даже как будто бы в сувчике сидишь. И опять же, да, потому что предтест это тестовый автомобиль, предпродажный. Функция автоматического оттормаживания перед препятствиями тут не активна. Джоэл говорил, что они будут поставлять в Европу эти автомобили, но под брендом уже не Zeekr, а Lynk & Co. Zero. Lynk & Co. One? Zero One. Lynk & Co. Zero One. Какой радиус разворота? Вау. Сейчас мы, в общем, потестили, да, машинку в городских условиях, и показатель на 20 киловатт. В принципе, мы ускорялись, оттормаживали, не щадили машинку, и вот показатель всего 20 киловатт. С левой стороны, в задней части, разъем быстрой зарядки автомобиля. И здесь же, на левой стороне, спереди разъем для медленной зарядки автомобиля. Все очень удобно. Со стороны водителя вышел, подключился и пошел заниматься своими делами. Здесь очень много камер. Посмотрите. Только со стороны передней двери у нас раз, два, три камеры. Плюс есть передняя камера. Плюс есть камера слежения за полосой. То же самое с левой стороны, с правой стороны. Раз, два, три камеры, да? Сзади у нас есть камера сзади. Еще камера в крышке багажника. И еще камера на крыше автомобиля. 3 камеры сзади. Что интересно, ребят, здесь нету дворника на заднем стекле. Как нам объяснили, аэродинамика устроена таким образом, что поток воздуха, который проникает вот под этим спойлером, он смывает все капли дождя. И задний дворник просто не нужен. Багажник открывается при помощи вот такой кнопочки. Кнопочку не убрали, молодцы, а то бы опять пришлось бы лезть там в подменю. Так вот, здесь у нас объем багажника, вот так вот открываешь его, и кажется, что он немножечко маловат, слишком задран пол. Пожалуйста, подняли, опустили, и все. И вот теперь все хорошо. При опущенных задних сиденьях объем багажника более 2000 литров. Представляете? Нажали и толкнули. Раз, вот так вот. Нажали, все. И вот у нас 2000 литров. С левой стороны есть розетка. Давайте заглянем вниз. Вот, смотри, какая глубокая ниша. Если вы выберете модель с пневмоподвеской, в этом отсеке будут баллоны с воздухом. У этой машины есть очень сильный такой конкурент. Это BYD Han EV. Она здесь стоит, конечно, рядом. Совсем, да, вот так их поставили прям. Так вот, что интересно, да? Эти две машины, они имеют одинаковую динамику. У них и внутри, в принципе, они, скажем так, близки к люксу уже такому, к лакшери стилю. То есть, что здесь, что там. Все такое вот нашпигованное, такое прям хорошенькое. Но здесь есть пневмоподвеска, там ее нету. Здесь немножечко больше запас хода, то есть батарейка более емкая. И вот поэтому тут выбрать между ними очень-очень сложно. Знаете, мы сейчас посидели, специально зашли в BYD, посидели там и посидели здесь. И вот у нас сложилось такое впечатление, что BYD все-таки это более молодежный автомобиль. Такой для молодого, горячего такого парня, да? А Zeekr это уже автомобиль для поколения постарше. То есть садишься туда и хочется прям соревноваться.
хочется гнать, хочется всех рвать. А здесь ты садишься и просто спокойно передвигаешься по городу. Да, у автомобиля есть спортивный режим, да, он может при необходимости так стартануть и порвать всех, но делать этого в ней не хочется. Наверное, поэтому Zeekr и дороже BYD Han EV. BYD по цене от 210 тысяч до 280 тысяч юаней, а Zeekr от 300 тысяч до 360 тысяч юаней в Китае. Есть над чем подумать. Антон, что выбрать не можешь? Да. Все же прям очень конкурентные автомобили. Zeekr — это такой солидный европеец. Han — это такой добротный китаец. Все же у BYD Han EV получилось сделать очень отличный автомобиль, который сочетает в себе много классных фишек и который уже вот уже заходит в Европу. А Zeekr уже там. Zeekr определенно уже в Европе. Внешность, как это все внутри, исполнение материалов и все это уже Европа. Ведь недаром корни европейские. Да, автомобиль китайский, но корни говорят о себе. Здесь представлено много автомобилей, но за последний месяц, конкретно в этом шоуруме, где есть такие конкуренты, как Tesla, NIO, BYD, ROV, Li One, было продано за последний месяц около или даже более 100 автомобилей. Только за последний месяц. Китайский потребитель все-таки голосует кошельком. В данный момент, конечно, печально, что мы не смогли попробовать все функции этого автомобиля и опробовать этот гаджет на колесах. Потому что это предпродажная серия и много чего не работает. Но я больше чем уверен, если мы получим шанс воспользоваться автомобилем серийным, мы увидим все прелести этого автомобиля и мы поймем, что это просто топовый гаджет на колесах. Друзья мои, спасибо за просмотр данного ролика. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.